Bir insan aşkının karşılığını alamadı diye intihar eder mi? Mutlaka başka bir şey olmalı. Söyle bana bileyim. Bileyim ki yardımcı olayım sana. Niye yaptın? Hasan abinin koşulu var. Çok mutlu olacaksın bir çocuğum. Bütün isteklerin yerine getirildi. Mutsuz insanlar ya huzursuzluktan ya kötülükten beslenirler. Tahsin nerede? Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Сможет ли Джихан положить конец этой обиде до рождения ребенка, как он обещал Мелек? Какое условие выдвинет Тахсин Бей, чтобы заключить мир со своим братом Саметом? Эсма покончила жизнь самоубийством, потому что забеременела от Исата. Писала ли Эсма что-нибудь об Исате в письме, которое она написала перед самоубийством? Узнает ли Джихан, почему Эсма покончила жизнь самоубийством? Что произойдет, если Джихан узнает, что Эсма покончила жизнь самоубийством из-за того, что забеременела от Исата? И зальет ли Эсма душу перед Джиханом? Что же сказал Хикмет в больнице, что окончательно истощило терпение женщины? Что будет делать госпожа Хикмет после пощечины, которую она получила от жены? Говорит ли Сумру своей матери, что хочет выйти замуж за Тахсин Бея? Наконец, верит ли дама, что Тахсин Бей и его дочь Сумру могут быть счастливы? Какое из желаний Самета Тахсина он мог бы исполнить? Что произойдет в результате рукопожатия Джихана и Ноя и заключения мира? Почему Тахсин Бей отсутствует, когда обе семьи идут ужинать вместе? Будет ли сюрприз для Тахсина Бея на этом ужине? Давайте продолжим просмотр видео, чтобы найти ответы на все вопросы. Джихан приложит все усилия, чтобы сдержать свое обещание, данное Мелек, и сделает все возможное, чтобы положить конец давней вражде между семьями. Мелек будет часто выражать потребность в покое во время ожидания ребенка, и это будет мотивировать Джихан. Хотя прошлые напряженные отношения и враждебность, в частности, затруднят примирение двух семей, Джихан отбросит свою гордость, если это необходимо для решения этой проблемы, и искренне призовет к миру. В этом процессе поддержка Мелек и решимость Джихана сыграют важную роль в прекращении возмущения. Джихан будет действовать, зная, насколько важно для Мелек и ребенка установить мир в семье. Тахсин Бей выдвинет некоторые условия для заключения мира со своим братом Саметом. Тахсин не сможет полностью забыть проблемы и обиды прошлого, и поэтому будет ожидать от брата исполнения некоторых его желаний. Особенно гордыня Тахсина помешает ему примириться с Саметом. Однако обеспечение мира в семье также будет занимать важное место в мыслях Тахсина. Самет приложит все усилия, чтобы выполнить условия Тахсина, и это создаст возможность для двух братьев снова воссоединиться. В ходе мирного процесса Сумру также вмешается и попытается снизить напряженность между Тахсином и Саметом. Самоубийство Эсмы глубоко потрясет всех. Когда он узнает, что Эсма беременна, он оказывается в ужасном положении, которое приводит его к самоубийству. Узнав, что она беременна от Исата, Эсма впадает в страх и отчаяние, что заставляет ее совершить самоубийство. Эта ситуация раскроет внутренние конфликты и одиночество Эсмы. Эсма не смогла открыться никому в этот трудный период и приняла худшее решение, держа всю свою боль в себе. Письмо, которое Эсма написала перед самоубийством, раскроет правду об этом трагическом событии. В письме будет ясно выражено его негодование по отношению к Асаду и его беспомощность. Эсма подчеркнет ответственность Исата за эту трагедию, объяснив, что Исат не ценил ее и не мог справиться с ее беременностью. Джихан начнет большое расследование, чтобы выяснить, почему Эсма покончила с собой. Он попытается понять драму, которую переживает Эсма, и в конечном итоге узнает, что она беременна от Исата, а также узнает правду об этом трагическом событии. Эта информация глубоко потрясет Джихана и заставит его почувствовать сильный гнев по отношению к Исату. Джихан будет добиваться справедливости, потому что он нашел человека, ответственного за инцидент, который едва не стоил жизни Эсме. Отношение Джихана к Асаду полностью изменится, и их отношения достигнут критической точки.
Джихан испытает глубокое раскаяние после того, что пережила Эсма, потому что он будет думать, что не смог помочь Эсме, и будет сожалеть о том, что не смог защитить ее. Хикмет Ханем будет использовать резкие слова в отношении Сансус Ханем в больнице. Эта словесная атака Хикмет Ханем, возможно, по поводу семьи Сансус или Тахсина, истощит терпение Сансус, и в конце концов Сансус даст Хикмет Ханем пощечину. Этот инцидент создаст большую напряженность в больнице. Получив эту пощечину, Хикмет Ханем будет в большом шоке и почувствует себя униженной. Эта ситуация заденет гордость Хикмет Ханем и заставит ее покинуть это место. Сумру поговорит со своей матерью о замужестве и ясно скажет, что она хочет выйти замуж за Тахсина Бея. То, что Сумру поделится с матерью своей любовью к Тахсину и желанием построить с ним будущее, станет началом новой эры в семье. Он скажет, что верит, что этот брак принесет счастье Сумру и будет рад за свою дочь. Самету придется выполнить условия примирения Тахсина. В процессе примирения Тахсин выскажет несколько просьб, и Самет попытается наладить отношения с братом, выполнив эти просьбы. Это будет возможность для двух братьев воссоединиться. Примирение Джихана иное создаст позитивную атмосферу в семье. Рукопожатие Джихана с братом-близнецом Мелек и их примирение ослабят как их собственные отношения, так и напряженность между семьями. После заключения мира обе семьи испытают радость воссоединения и приложат усилия к укреплению своих отношений. Когда все семьи собираются вместе на ужин, отсутствие Тахсин Бея привлечет всеобщее внимание. Отсутствие Тахсина Бея на этом ужине оставит после себя множество вопросов. Однако на этом ужине Тахсина Бея ждет большой сюрприз. Он появится неожиданно и либо объявит о мире, либо сделает важный шаг для оформления своих отношений с Сумру. Такое развитие событий станет неожиданностью для всех и изменит баланс в семье. В фильме будет рассказана история периода, когда семейные отношения становятся глубже, происходят эмоциональные срывы, и каждый пытается найти свой собственный путь. Решающими событиями в этой истории станут самоубийство Эсмы, попытки Джихана восстановить мир в семье и планы Сумру выйти замуж за Тахсина. В центре сюжета процесс установления мира между семьями, восстановление отношений и преодоление эмоциональных травм. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.